Это посвящение в действительно очень глубокий эзотерический материал, который был скрыт от человечества на протяжении тысячелетий. Почему это знание скрыто от людей? И с какой целью оккультные знания широко неизвестны? Вот почему эта книга не является экзотерической, она не дается широким массам, она является эзотерической, она предназначена для немногих. И есть причина, по которой она была намеренно спрятана и скрыта от посторонних глаз. Широкая общественность нуждается в том, чтобы создать и поддерживать дифференциал власти, потому что если кто-то еще обладает экстремальным уровнем знаний, то он знает, как что-то работает. Например, как работает человеческое сознание, как работают человеческие мотивации, как работает человеческое восприятие, как работают человеческие существа. Им можно манипулировать, если кто-то обладает глубокими знаниями об этой информации, и есть целая куча людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, как это работает. Как ты думаешь, что за цифру кто-то может сделать с подобными людьми, учитывая мои годы пребывания в оккультных традициях, которые очень и очень сильны? Дарк, я говорю тебе, что это именно то, о чем они не хотят, чтобы ты знал, так что эта презентация представляет собой мастер-ключ, который открывает все замки на всех дверях всех клеток. Эта презентация называется «Закон природы», реальный закон притяжения и как применять его в своей жизни, и я подчеркиваю, что термин «реальный закон притяжения» знаком многим людям. В New Age существуют варианты так называемого закона или законов притяжения. И это будет довольно сильно отличаться от того, что люди слышали в сообществе New Age в движении в New Age относительно того, что такое закон или законы притяжения. Это и есть настоящие законы притяжения. Сегодня ты услышишь и, надеюсь, поймешь, что сегодня люди должны с большой осторожностью подходить к вопросу о том, откуда берется их информация и откуда она берется. И это происходит потому, что, отказываясь предоставлять определенную информацию и оказывая влияние на людей, они пытаются отговорить их от изучения определенной информации. Потому что они говорят правду. Ты это. Не важно или не нужно учитывать, что многие современные институты, такие как средства массовой информации, такие как так называемые образовательные учреждения, стремятся фактически контролировать человеческое восприятие, или давайте прямо скажем, что это такое на самом деле. Хорошо контролировать свой разум и, следовательно, ограничивать возможности человека. Существа могут даже прийти к пониманию, и поэтому, ограничивая то, что они начинают понимать, они на самом деле ограничивают то, что они могут сделать, что они могут изменить, что они могут создать в мире. Хорошо, так что очень скептически относитесь к тому, где находится ваша информация. Именно поэтому я говорю людям в самом начале своих лекций: не верьте мне, самое худшее, что вы можете сделать, это поверить в то, что я вам говорю. Вам нужно разобраться в этом самостоятельно, и прежде всего вам нужно заняться личным самоанализом, чтобы действительно почувствовать себя внутри себя. Независимо от того, соответствует ли эта информация истине, у каждого человека есть эта интуитивная способность, которую также необходимо включить, задействовать и использовать. Люди повсюду говорят, что они хотят определенных вещей в своей жизни, и они говорят, что хотят, чтобы определенные вещи присутствовали для всего человечества. Хорошо, мы говорим, что хотим, чтобы для нас самих и для нашего вида в целом существовали определенные условия. И мы говорим, что хотим таких вещей, как счастье, здоровье, мир, процветание, свобода и так далее. И все эти вещи являются великими вещами, к которым нужно стремиться. И мы говорим, что хотим, чтобы большинство людей так и поступили. Я говорю и говорю тебе, что мы хотим этих вещей, однако ты знаешь, я действительно не чувствую, что они действительно честны с самими собой. Хорошо, они скажут, что хотят этого. Но потом, когда ты скажешь им, что это не автоматические условия, они не проявляются просто волшебным образом, есть требования для получения этого. Эти условия в порядке вещей, и люди не стали бы говорить, что они хотят этих условий, если бы эти условия уже были вездесущими, верно? Они говорят, что хотят чего-то, потому что у них этого нет вообще, или по крайней мере в полной мере, правильно, поэтому когда вы говорите им, что есть требования, и они этого не делают, верь в то, что
каким-то волшебным образом они все сделают правильно. Что же, именно в этом и заключаются настоящие законы притяжения. Они объясняют, что условия, которые ты хочешь, не проявляются автоматически, просто думая о них или просто испытывая к ним чувства. Это обман нового века. Требование существует в природе, оно действительно существует. Если ты хочешь, чтобы что-то отличалось от того, что уже есть, тогда условия по умолчанию. Тогда требование существует, если тебя все устраивает. Для того, чтобы быть такими, какие они есть сейчас, не существует никаких требований к созданию изменений. Ты просто принимаешь условия по умолчанию такими, какие они есть сейчас, и продолжаешь свое существование, и принимаешь, что так оно и будет, и, возможно, станет еще хуже, но если ты хочешь по-настоящему. Для того, чтобы произошли изменения, существуют определенные требования. Так что же это за требования, которые нам нужны, чтобы знать определенные вещи, знание которых требуется, знание информации, касающейся естественного закона, является оккультным знанием этого. Это знание, которое было скрыто от человечества, и так оно и было, им владеют немногие, которые представлены здесь, на вершине этой пирамиды. Ты можешь смотреть на это как на пирамиду, представляющую знание или невежество. На вершине пирамиды у тебя есть знание, это самое высокое, что выше тебя. Чем выше ты поднимаешься по пирамиде, тем больше знаний становится понятно, но пирамида сужается, потому что на самом верху очень немногие люди понимают эту информацию. Очень немногие обладают этими знаниями и действительно интегрировали их в себя до такой степени, что это становится пониманием всего, что происходит здесь, внизу у тебя. У невежественных масс нет никаких знаний, хорошо, и здесь наверху есть люди, которые хорошо осведомлены о том, как работает естественный закон, и действительно используют его по определенной причине. Поэтому, пожалуйста, когда вы будете проходить этот семинар, пожалуйста, имейте в виду, если я когда-нибудь использую этот термин оккультизм, все, о чем я здесь говорю, это скрытое знание, вот что это значит. Оккультное знание скрыто. Знание законов природы и их действия составляют то, что я называю самой глубоко скрытой или скрытой информацией, которая существует на этой планете. Вы больше не найдете никакой скрытой информации. Именно для этого и существуют все отвлекающие факторы, чтобы не дать тебе узнать бесконечные банальности, чепуху, которую ты слышишь в новостях. Все эти видеоигры, всю эту чепуху на телевидении, спортивные состязания, все это нужно для того, чтобы люди не понимали этого. И я не могу заставить тебя принять это или поверить в это, и я не прошу тебя верить в это. Я говорю тебе, что именно этого они и добиваются. Учитывая мои годы пребывания в оккультных традициях, которые очень-очень темны, я говорю тебе, что именно этого они от тебя не хотят. Чтобы знать, пожалуйста, распознайте, когда я использую его. Слово «истина» — это все, о чем я говорю. Я не говорю о разуме Бога, я не говорю обо всей причине существования Вселенной. Я говорю о событиях, которые произошли в прошлом и происходят в настоящем, вот и все. Угадай, что это такое. Вся правда в том, что мы хотим, чтобы все было правдой, но это не значит, что истина должна быть такой, какая она есть. Истина должна быть такой, какая она есть. Это то, какое поведение было принято и каков фактический эффект в проявленном мире. Вот как обстоят дела. Не имеет значения, как мы этого хотим. Может быть, прямо сейчас они ведут себя совершенно иначе, чем мы хотим, но большинство людей в мире верит, что они являются вершителями истины, и это плохое место для жизни. И это очень низкий уровень сознания, чтобы думать, что если я не верю в это, то это очень плохо. Дело обстоит вот так. Дело обстоит совсем не так. Многие люди попадают в ловушку такого состояния ума, законы Вселенной не заботятся о тебе. В этой сфере были созданы законы, которые работают безупречно в 100% случаев, безупречно Создатель Вселенной привел эти законы в движение, привел их в действие, и они связывают тебя. Мы с тобой связаны этими законами независимо от того, нравится нам это или нет, принимаем мы это или нет, понимаем мы это или нет, они действуют. И ты уже создаешь такую реальность, которая существует. Мы испытываем опыт, основанный на взаимодействии с этими невидимыми законами. Ты уже делаешь это. Ты никогда не сможешь не делать этого. Это невозможно. Давай посмотрим на динамику между открытием и верой, на разницу между открытием и верой, потому что это опять же естественно.
Закон может быть обнаружен, понят и согласован с тем, что он означает. Он существует, и ты связан им. Лучшее, что ты можешь сделать, это понять его действие так, как ты бы его понимал. Сила притяжения и, следовательно, не просто приближается к краю 200-футового утеса, дно которого усеяно зазубренными камнями. Если ты умен и понимаешь, как работает закон тяготения, ты не будешь так себя вести, так что закон природы не имеет ничего общего с религией, это не система убеждений. Это целая наука, это открываемая операция, которая уже действует, и мы можем либо понять и согласовать свое поведение с ней, либо оставаться в неведении и страдать в результате этого невежества, потому что это уже действует и уже оказывает обязательное влияние на тебя и твое поведение, и на всех остальных, поэтому, когда дело доходит до веры, и любой, кто пытается распространять религию, не стал бы помещать этот слайд здесь, когда дело доходит до естественного закона, он работает точно так же, как гравитация. Вот и клоун. Это все равно, что прыгнуть с обрыва со словами «я не верю в гравитацию», что произойдет, если он упадет вниз, потому что вера не имеет значения. Потому что закон природы не заботится о тебе, он не заботится о тебе, он действует независимо от того, что ты делаешь. Разберись с этим, давай посмотрим на сознание и человеческий мозг, хорошо, потому что сознание – это неосязаемая сила, хорошо. Это нечто такое, что существует. Но на самом деле ты не можешь этого увидеть. Многим людям даже трудно объяснить, что это такое, но есть физиологические проявления. Что касается сознания в физической сфере, и мозг является одним из них, и, конечно же, люди скажут, ну что же, не стоит упускать из виду сердце. Конечно, сердце также очень важно. Сердце обладает еще большим электромагнитным полем, чем мозг, и связано с физиологией еще более сложным образом. Это намного сложнее, чем мозг, но нам нужно понять базовую структуру мозга, чтобы понять типы дисбалансов, которые происходят внутри него и приводят к этим изнурительным состояниям внутри человечества, которые продолжают причинять нам страдания. А также то, что делают эти системы убеждений, они предотвращают развитие болезни. Активизация сердца и действия, связанные с заботой и действием, не только препятствуют проявлению истинного знания внутри существа, но и препятствуют проявлению заботы, порождают апатию, бездействие и трусость, так что мы на самом деле не действуем и не предпринимаем никаких действий. Основываясь на том, что мы узнали, давайте посмотрим, как на самом деле работают мозг и сознание. Люди также будут пытаться дать смехотворно сложные и запутанные определения того, что означает сознание, и многие люди даже боятся термина «хорошо», мы должны это сделать. Проясни эти термины и сведи их к действительно простому английскому языку и действительно простым понятиям, которые обычный человек может понять нормально. И перестань пытаться усложнить ситуацию, чем она является на самом деле. Осознание чего-то означает, что осознание этого – это одна из способностей человека. Будучи способным распознавать паттерны, помни, что все дело в распознавании паттернов. Чтобы распознавать паттерны и смысл по отношению к событиям, которые происходят или уже происходили хорошо как внутри тебя, так и во внутреннем мире, в меньшем царстве, царстве мира. Индивидуальное сознание находится в той сфере, в которой существует и управляет макрокосмом самость. Так что именно наша способность точно воспринимать истину о том, что произошло и что происходит сейчас, и есть то, что происходит. Сознание – это и есть сознание, и оно чрезмерно усложнено людьми, в основном оно чрезмерно усложнено в движении New Age. Теперь снова рассмотрим, как сознание выражает себя. Существует разница между тем, что оно собой представляет, и тем, как оно выражается в нашей жизни. Сознание выражает себя
Я прошу людей просто сказать мне, какими способами ты мог бы когда-либо открыть себя любому другому существу. Как любое другое существо может узнать, кто ты есть в этом воплощении, в этом физическом проявлении, как они могли бы узнать тебя, как ты мог бы проявить себя или стать самим собой. Им известно только 3 способа выражения мыслей, эмоций и действий, и я бы сказал, что речь относится к сочетанию мыслей и эмоций, а речь также является формой действия. Я использую силу, чтобы заставить воздух проходить по моим голосовым связкам, чтобы издавать звуки, чтобы ты мог услышать мой голос, какие концепции я пытаюсь выразить. Так что это форма действия, и она проистекает из того, что мы думали до этого момента, и из эмоций это у нас есть. И мы можем выразить это с помощью речи. Так что на мысли, эмоции и действия нужно смотреть как на созидательную силу, которая является выражением сознания внутри индивида. Хорошо, так что это нейтральная сила. Ты не рассматриваешь свои мысли как мужские или женские, не так ли? Но ты действительно смотришь на них как на творческую силу, чтобы что-то проявилось в физической сфере. Сначала это должно было существовать как мысль, этот компьютер. Кто-то должен был представить себе все его части, как он работает, как он собран вместе. Хорошо, это оборудование для камеры, одежда, которую ты носишь. Все это должно было быть продумано. Если бы все существующее изначально существовало в сфере мысли, то по закону это должно было бы проявиться физически через действие. А твои эмоции – это поляризованный компонент, который ты мог бы использовать. Взгляни на это так, как будто это женский аспект сознания, потому что другие люди не чувствуют твоих эмоций, они не могут их воспринимать, посылать или ощущать. Именно ты ощущаешь эмоции в своей физиологии. Это внутреннее выражение, ты чувствуешь эмоции внутренне, внутри себя, в своей физиологии. Следовательно, это женское выражение сознания. Это то, что не проявляется вовне и не проявляется вовне. Это то, что ощущается внутри, так что эмоции в духовной связи между разумом и телом. Это духи, в которых мы делаем что-то хорошо, так что это и есть женская сила или дух. Конечно же, мысли находятся в нашем уме, следовательно, это умственная составляющая сознания. А затем между ними возникает брак. Хорошо. Так что ты можешь рассматривать мысли как творческую сущность, которая затем сливается с женским началом или вступает в брак с ним. Теперь видишь, мы подходим к понятию, которому учат. Во всех самых разных религиозных традициях это называется Троицей, и я призываю любого пойти и посмотреть на любую из Троиц, которые существуют в любой из религий. Вы можете вернуться в Вавилон, вы можете обратиться к традициям долины Инда, вы можете обратиться к египетским и другим традициям. В христианских традициях каждая отдельная религиозная традиция, в которой говорится о Троице, хорошо, это всегда Отец-Творец, священная женская фигура. Хорошо, что Отец затем работает. Оплодотворяет или гомоплодотворяет в какой-то форме, а затем от этого потомства рождается ребенок мужского пола. Всегда хорошо, что мы здесь говорим о том, что Отец обладает творческим умом. Суть в том, что дух или эмоции являются священной женской сущностью, или Святой Дух – это эмоции, а затем ребенок мужского пола – это поведение, это активный или мужской принцип. Это действительно взаимодействует с физическим миром, чтобы изменить его, и, следовательно, это единственный способ действительно спасти себя. Природа человеческого существа заключается в том, что человек программируется. Наша природа такова, что нас можно запрограммировать, и есть еще одна вещь, которую люди не хотят слышать, они не хотят слышать об этом. Я не говорю, что мы компьютеры, я говорю, что мы похожи на них в том, как нас можно запрограммировать. Так что же вкладывается в человека через окружающую среду, которая... Все это правильно называется культурой и становится их программированием, определяющим, что они будут выводить на экран, что называется человеческой жизнью. И это создаст человеческое состояние в совокупности, поскольку все больше и больше людей будут действовать таким образом,
Так что давайте посмотрим, как это работает по-человечески. Живые существа программируются во многом так же, как компьютеры, например, компьютер. Если у человека плохой формат файловой системы, то это первое, что вы делаете, когда собираетесь приступить к работе с компьютером, вам нужно отформатировать диск. Формат файловой системы — это то, что вы должны отформатировать жесткий диск, чтобы вы можете подготовить его к этому. Конкретная операционная система, которая в основном является контроллером задач, будет управлять тем, что происходит на компьютере, что происходит, как запускаются программы, как используется память и так далее. В двух словах, все в порядке, если у человека очень плохой формат файловой системы, верно, это сродни операционной системе. Условия в период становления ребенка, первые 6 лет его жизни, по существу, теперь подумайте об этом, мы называем это их формирующимися годами. Их форматом лет, похожим на формат на. Это жесткий диск, потому что именно он помещает файловую систему в человеческое существо и подготавливает его к работе с операционной системой. Так что в значительной степени то, какие программы ребенок на данном этапе программирует, зависит от родителей и от того, что именно. Они увидят, что в их ближайшем окружении и дома, и в течение их самых ранних лет обучения в школе все в порядке прямо сейчас. Если у человека, как и у компьютера, снова плохая операционная система, они в основном предоставляют платформу, на которой будут работать другие программы, и они предоставляют графический пользовательский интерфейс — это ваша культура, операционная система — это культура, в которой программы работают нормально. Так что давайте предположим, что если у вас плохая операционная система, то это означает, что вы уже окружены плохой средой, в плохой культуре. Верно, это также негативно скажется на результатах работы. А потом у них появились плохие программы, и вот эти программы ты запускаешь сейчас. Если бы у меня не было хорошей презентации программного обеспечения, моя презентация могла бы получиться неаккуратной, она могла бы выйти из строя прямо посреди нее, она могла бы неправильно отображать графику или текст. Хорошо. Так что ты также должен убедиться, что работаешь с хорошим и надежным программным обеспечением. Теперь программное обеспечение — это система убеждений, которые человек принял в свой разум, обработал и сделал частью себя. И теперь, если все эти вещи плохи, у нас есть 3 плохих компонента. Плохо дело. Формат файловой системы, который соответствует годам становления ребенка, говорит о том, что культура плохая. А это значит, что они уже растут в плохой культуре или в мошеннической культуре, которая потворствует моральному релятивизму и так далее, и не понимает законов природы и программных программ, которые были введены в ребенка таковы. Это плохо означает, что их системы убеждений имеют в виду хорошо. Как ты думаешь, каким будет результат работы этого компьютера, будет ли он хорошим или будет хаотичным? Если я испорчу формат жесткого диска своей системы, если я поставлю операционную систему, которая находится в альфа-состоянии, и это будет не готов к прайм-тайму. Так как разработка еще не закончена, она еще наполовину испечена, а потом я загружаю дерьмовое программное обеспечение, полное ошибок. И разработчики на самом деле не заботились о том, чтобы правильно их запрограммировать. Как ты думаешь, этот компьютер будет работать правильно и выдаст мне результат на экране, который я ищу, или же я выложу распечатку, которую я ищу, или выложу в интернет, что я ищу удачи? Если ты хоть немного разбираешься в компьютерах, то сейчас ты смеешься. Потому что было бы нелепо предполагать, что это может быть сделано хорошо, почему мы думаем, что мы собираемся это сделать, чтобы это было в нашей среде. Когда все эти вещи плохо запрограммированы, увидеть этот вывод на экран тоже будет ужасно, если все те 3 вещи, которые, как ты знаешь, определяют, как работает система, тоже будут ужасными. Так будет продолжаться и дальше, это будет способствовать ухудшению условий жизни в массовом масштабе. Подобно компьютеру, поведение человека во многом зависит от его программирования, а его программирование — это качество информации, которая вводится в него. Качество информации, которую он принимает, будет определять качество информации, которую он выводит, как и любой другой компьютер. Так что если в него попадет мусор, то он обязательно выйдет наружу.
Если хорошая информация будет поступать качественно, то она будет выходить качественно, и результат будет таким, каким вы хотите, чтобы он был. Он сможет эффективно обрабатывать и создавать эффективно, а не хаотично. Вот еще раз очень простая диаграмма. Если люди поймут это, они действительно поймут, как работает закон природы. Функции, снова это очень непопулярно, люди не хотят смотреть на то, что лежит в основе фундамента или платформы этой структуры, потому что, еще раз повторяю, эту идею о том, что знание – это знание. То, что требуется, расстраивает многих людей, потому что им хочется верить, что они добьются того, чего, по их словам, хотят, не прилагая усилий для приобретения этих знаний. И, следовательно, не понимая требований для получения этих условий, поэтому мы начинаем с доступной информации. Это представляет собой потенциальное знание, и оно может стать знанием, если его усвоить. Если оно беспорядочное, если его обобщить, то все в порядке. Его можно собрать, обработать, понять и затем действовать в соответствии с ним. Мы все еще находимся на стадии грамматики, которую можно назвать этапом из этих трех частей процесса. Я сейчас объясню, хорошо? Ты также можешь назвать это этапом ввода, если мы рассматриваем это в компьютерной модели. Это этап ввода информации или программирования чего-то. Хорошо, теперь следующий шаг, основанный на этом, заключается в том, что как только ты получишь необходимую информацию, ты сможешь ее получить. Тогда подойди к пониманию этого, ты знаешь, что это значит, ты хорошо распознаешь паттерна, так что это второй шаг в этом процессе, теперь твое понимание или непонимание окей. А теперь на первом этапе твои знания или недостаток знаний приведут к успеху. Что касается понимания или непонимания, если у тебя есть понимание, то твои процессы принятия решений будут находиться в гармонии с тем, чего, по твоим словам, ты хочешь. Хорошо, ты поймешь, если вот чего я хочу, то это то, что необходимо для достижения этого, чтобы это произошло, чтобы это проявилось, вот и все. Я понимаю, что это процесс принятия решений, который происходит в уме. Эти процессы происходят в человеческом уме и выбираются каждым человеком на основе имеющейся информации. Так что, опять же, вы можете увидеть, скрывается ли информация, скрывается ли она или даже просто люди находятся в. Меня отговаривают от того, чтобы принять этого внимания, потому что люди скажут: нет, там ничего нет, в этом нет ничего правильного. Ты мог бы увидеть, как они никогда не дойдут до этого шага, они никогда не поймут, они никогда не дойдут до второго уровня создания нашей реальности. Третья стадия этого процесса – это то, что ты должен сделать. Сделай это, с учетом того, что ты пришел к пониманию того, что нужно знать и понимать, так что это стадия действия. Поведение каждого человека, которое он выбирает по своей собственной свободной воле, основано на качестве процессов принятия решений, происходящих в человеческом сознании. Хорошо. Этот процесс, как мы уже видели, в свою очередь основан на качестве доступной информации, так что это и есть поведение. Видишь ли, люди не думают о мудрости как о поведении, они не думают о мудрости как о действии, они думают о ней как о чем-то, что ты просто знаешь, что нет ничего неправильного. Мудрость – это не знание или понимание. Мудрость – это действие, позволь мне еще раз повторить. Мудрость – это действие, это знание и понимание, которые были применены таким образом, чтобы на основе этих трех процессов что-то создавалось, что-то создавалось. Созданная в физическом проявлении физически проявленная реальность – это, так сказать, реальный мир, так что проявленная реальность основана на совокупном поведении. Совокупное поведение ни одного человека не создает ту реальность, которую мы переживаем. Хорошо, это еще одно заблуждение движения New Age. И мышление в совокупности создает нашу общую реальность. Все модели поведения, собранные вместе, создают результат на экране. Полученный результат является упорядоченным. Не является ли это хаотичным? Что же, это будет зависеть от того, правильно ли кто-то воспринял информацию, обработал ее, чтобы прийти к пониманию, а затем действовал в соответствии с ней.
Проявленная реальность – это качество состояния, которое проявляется в любом данном обществе на основе совокупности. Качество человеческого поведения в этом обществе – это то, как на самом деле создается наша реальность, условия, которые мы переживаем как повседневные события нашей жизни. Это простой трехэтапный процесс, который приводит к результату, и для многих людей здесь вы это сделаете. Пойми, если ты изучал этот процесс открытия, то этот творческий процесс известен как тривиум. Вот что такое тривиум в древних традициях. Именно так назывался тривиум. Это было обозначено как знание, понимание и мудрость. Методология открытия истины была названа тривиумом. Полностью вычеркнуто из общественного сознания, многие люди никогда не слышали этого слова вместо тривиального метода изучения классической методологии гуманитарного образования, потому что они хотят попытаться очистить это как можно больше от потребления человеком, чего они даже не хотят. Чтобы понять, как это вообще работает, тебе нужно разобраться в этом и понять, как это работает. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу. Это то, как мы строим нашу реальность, эффективно или разрушительно. Так что давайте рассмотрим некоторые принципы работы законов природы. Во-первых, прежде чем мы действительно сможем выяснить, как эти законы проявляются в нашей жизни, о чем пойдет речь в следующем разделе. Это то, что я называю общими принципами естественного права. Естественное право выражается через 7 основных основополагающих принципов, плюс то, что я назвал законом природы. Восьмой или скрытый принцип, о котором ты слышишь очень мало других исследователей, даже людей, изучающих это с оккультной точки зрения, которые изучают это с точки зрения консеквенциализма, ты очень часто слышишь, как они включают в себя восьмой всеобъемлющий принцип, к которому я перейду здесь в последнюю очередь. Этот восьмой принцип, который я называю потерянным принципом, связывает все остальные 7 принципов воедино. Все эти принципы вместе составляют главный ключ, с помощью которого достигается универсальность. Мудрость, включающая знание требований к получению того, чего мы желаем, затем раскрывается или раскрывается. Это 7 общих принципов естественного закона. Много людей, которые изучали некоторые из них. Различные разновидности оккультизма могут распознать в них то, что известно как герметические принципы. Герметизм, по сути, происходит от Гермеса, Гермес Тремеджестас, трижды великого, как его называли в древнегреческих мистических традициях, 7 общих принципов, которые являются ментализмом. Соответствие вибраций полярности ритма, причинно-следственной связи, которая является огромной проблемой, в которую мы углубимся, и пола. Поэтому я собираюсь кратко описать, что представляет собой каждый из них и в чем они заключаются. Принцип ментализма гласит, что все сущее в творении на самом деле является проявлением разума, который всегда присутствует в уме. Это означает, что все происходящее должно быть результатом чего-то. Ментальное состояние, которое предшествовало этому, было таким, что для того, чтобы что-то существовало, сначала должны были сформироваться мысли, а затем они сформировали физическую реальность. После того, как сама Вселенная стала ментальной конструкцией Творца, мысли приводят к проявлению вещей и событий. Мысли создают условия. Мысли создают вещи и условия, которые они не могут просто волшебным образом проявить. Мысль приходит на первое место. Мысли создают наше состояние существования и качество нашего опыта здесь, на Земле, в конечном счете. Поэтому мы должны нести ответственность за все, что мы создаем, будучи ответственными за это. Это то, о чем мы думаем, потому что мыслительные процессы – это то, что движет поведением людей. Потому что у них есть определенные системы убеждений, встроенные в их разум и работающие как программа, их мысли и эмоции управляют их действиями. Так что поведение таковым не является. Волшебным образом внезапно просто изменятся мысли и эмоции, которые должны измениться, потому что они являются движущей силой поведения, и именно тогда реальность изменится. Видишь ли, люди не хотят слышать это еще раз, они не хотят слышать, если ты сам хочешь изменить реальность. Тебе нужно изменить свое мышление,
Потому что то, как ты думаешь, не соответствует требованиям для получения того, что, как ты говоришь, ты выиграл. Во многих случаях они делают прямо противоположное, так что это и есть принцип ментализма, принцип соответствия. Говорится, что то, что находится наверху, похоже или похоже на то, что находится внизу, так что это означает, что то, что находится внизу, и то, что находится внизу, похоже на то, что находится наверху, это зеркало, хорошо, верхнее похоже на нижнее, нижнее похоже на верхнее. Все в порядке, верхнее похоже на верхнее. В данном случае так оно и есть. В макрокосме все в порядке, законы очень больших вещей в порядке, законы, которые управляют творением, которое, как мы считаем, находится, казалось бы, вне нас. Мы знаем это на самом глубоком уровне, что это не значит, что мы едины с ним. Но ты знаешь, что мы воспринимаем это как нечто внешнее, законы, которые управляют большим аспекты. Таким образом, макрокосм — это очень большая совокупность всего сущего, а микрокосм — это очень маленькие или отдельные единицы, составляющие целое в своей совокупности. Хорошо, они являются отражениями друг друга, их невозможно отделить друг от друга, когда одно переходит в другое. Получается, что Вселенная на самом деле представляет собой голографическую систему. Голограмма — это изображение. Хорошо, вы пропускаете через нее лазер, а затем проецируете 3D-изображение. Хорошо, это похоже на плоское изображение, и оно проецирует трехмерное изображение. Но аспект, почему они называют это полым, похож на целостную голограмму. Изображение получается, если разрезать голограмму на несколько частей, так что если я возьму голограмму и разрежу ее на 4 части, то на одной части голограммы не останется четверти изображения, на другой четверти, на третьей четверти и на четвертой четверти изображения. На четвертом у вас уже 4 целые изображения, которые теряют свое разрешение только на четверть. Хорошо, так что все содержится во всех более мелких частях. Хорошо. Это похоже на реальность, в которой мы живем в нашей Вселенной. Голографическая картина такова, что Вселенная находится внутри человека, и вся Вселенная подобна индивидуальному отражению друг друга, чтобы узнать, как работает человек. Поможет нам прийти к пониманию макрокосмических законов точно так же, как и изучение макрокосмических законов поможет нам. Помоги нам понять, как функционирует сознание внутри человека. Эти две вещи неотделимы друг от друга, и еще раз повторяю, как я уже говорил в самом начале. Именно в этом и заключается оккультное знание. Оккультное знание — это то, как устроен микрокосмический мир, что представляет собой индивидуальное сознание и как устроен макрокосмический мир, который является естественным законом. Так что другая часть принципа соответствия заключается в том, что наша реальность также фрактальна по своей природе. Так вот, если вы изучали фракталы, то это самоподобные математически генерируемые паттерны, хорошо? Мы видим это с помощью таких вещей, как последовательность Фибоначчи в математике, и это бесконечно повторяется во всей природе, хорошо? Так что ты смотришь на структуру атома, и она похожа на структуру Солнечной системы, которая похожа на структуру галактики, они работают одинаково. Они выглядят одинаково, если ты отодвинешься достаточно далеко, то продолжишь видеть один и тот же повторяющийся паттерн. Принцип вибрации просто гласит, что не существует такой вещи, как покой, мертвость или неподвижность. Хорошо, смерть в этом смысле иллюзия, потому что истинная смерть — это прекращение всякого движения. А энергии не существует, ее просто не существует, ты не можешь попасть куда-либо в творение, где что-то находится в полном покое, все движется, все вибрирует. И на самом фундаментальном уровне Вселенная и каждая отдельная вещь, которая ее содержит, в конечном счете являются чистой вибрационной энергией. Это проявляется по-разному на разных частотах, в разных вибрационных формах. Вселенная не обладает истинной прочностью как таковой, какой мы ее себе представляем на макрокосмическом уровне. Материя — это просто энергия в состоянии вибрации. И что это такое, если мы действительно понимаем это и что это такое? Многие науки сейчас наконец-то по-настоящему понимают это и пытаются донести эти знания до широкой общественности. Мы хотим, чтобы мы пришли к пониманию того, что это духовная конструкция, позволяющая получить опыт, учиться и расти в сознании. Именно в этом и заключается цель всей этой затеи,
Потому что ничто не является по-настоящему прочным, ты знаешь, что это просто чудо. Это снова похоже на то, как мы говорим, что мы духи, имеющие человеческий опыт, вся Вселенная духовна, дающая нам опыт прочности. Все в порядке, вот как ты должен смотреть на мир. Принцип вибрации. Принцип полярности гласит, что все сущее имеет двойственную природу, во всем, что существует, есть полярности. Хорошо, у всего есть полюса, у всего есть своя пара противоположностей, какими бы противоположностями они ни были, они идентичны по своей природе, но различаются в степени. Так что пусть так и будет. Я приведу тебе пример того, что это означает. Действительно ли горячее и холодное противоположны, или мы можем просто рассматривать их как наличие тепловой энергии или отсутствие тепловой энергии? Что означает, что это одна и та же энергия, и сосредоточена ли она в определенной области, которая могла бы сделать? Она горячая или отсутствует в какой-то определенной области, что могло бы сделать ее холодной? Хорошо, вот что такое горячее и холодное на фундаментальном уровне. На нашем уровне восприятия существуют противоположности, но на фундаментальном уровне это одно и то же, энергия или она есть, или ее отсутствие. Точно так же, как эти три стадии тривиума, наши знания и невежество – это одно и то же, да, на самом деле так оно и есть, потому что истина всегда присутствует. Вопрос в том, является ли она пиаром, принимается ли она и обрабатывается, или же ее отказываются принимать и не обрабатывают. Крайности могут быть разными. Познакомься и смешайся, и ты знаешь, поиграй друг с другом, как это изображено в символе инь-ян, мужское и женское начало должны быть смешаны. И на каком-то уровне реальности все, что кажется противоречивым, может быть примирено. Теперь я снова подчеркиваю этот термин на каком-то уровне, на уровне единого поля. Все это и есть сознание, чистое сознание. Давайте рассмотрим принцип ритма. Все вытекает наружу, и во всем есть свои приливы и отливы. Все вещи поднимаются и опускаются. Так что у всего есть свой ритм или колебания, которые существуют в энергии. Качание маятника проявляется во всем, что мы испытываем, во всем, что мы воспринимаем. Мера качания вправо – это мера качания влево, это просто противоположность. Это воспринимается как противоположный ритм, который компенсирует теперь. Что это такое, как это следует понимать, когда мы говорим о естественном законе, и многие люди скажут, что именно так нас движет тенденция, именно так нас ведет течение, но это не совсем точно, хорошо. Мы не можем смотреть на эти вещи так, как будто ритмы высечены в камне, и это не совсем так. Сейчас все должно быть именно так, не так ли? Одна из вещей, которым многие представители герметической традиции учили относительно этих законов и принципов, заключалась в том, что их можно преодолеть, перейдя на более высокие уровни сознания. Хорошо, вот один из них – ритм – это принцип, который представляет собой тенденцию к тому, чтобы что-то двигалось определенным образом. Давай сравним это с генетикой. Знаешь, если ты обратишься к какой-нибудь новой биологии, то многие современные биологи предполагают, что сознание играет важную роль в том, активируется тот или иной ген или нет и выражает определенное состояние. Ну что же, точно так же можно что-то сделать с колебаниями. Или прилив хорошо, давай посмотрим на это так. У тебя есть лодка, и ты хочешь вывести лодку в море, правильно? Тебе нужно преодолеть прилив, тебе нужно преодолеть буруны и волны. И если этот прилив действительно сильный во время прилива, то это будет очень сильно, тебе придется потратить еще больше усилий. У тебя будет больше энергии, чтобы вытащить лодку в море, если бы ты брал ее, когда течение уходит в море. Хорошо, есть течение, которое движется наружу, глубже в океан. И ты начнешь грести на этой лодке, тогда тебе будет гораздо легче это делать. Хорошо? Так что если там будет ветер, двигаясь по плоскости, тебе придется затрачивать меньше энергии, и ты быстрее доберешься туда, хорошо, потому что это увеличивает энергию, но если ты летишь против ветра, тебе придется потратить намного больше энергии, это просто тенденция, к которой ты все еще можешь прийти. Там, куда ты хочешь попасть, тебе, возможно, просто придется приложить больше усилий, так что это принцип ритма. Именно этот принцип здесь, в естественном праве, наиболее соответствует тому, как я использую термин «естественный».
Сегодня закон причинно-следственной связи, многие люди в сообществе New Age снова не хотят верить в существование причин и следствий и в то, что следствия обусловлены причинами, которые, как вы знаете, сначала возникают, а затем проявляются в условиях. Поэтому принцип причинно-следственной связи просто гласит, что каждый из них имеет свои причины и следствия. Причина имеет свое следствие, и у каждого следствия есть своя причина, все, что происходит, происходит в соответствии с законом, все правильно. Случайность. Это название закона, который не признается, существует много уровней причинно-следственной связи, но ничто не ускользает от закона. Так что еще раз повторяю, существует ли свободная воля? Да, есть свободная воля. Но существует ли свобода воли для того, чтобы игнорировать закон без последствий? Нет, это не так. Это предел свободы воли. Свободная воля действует в пределах граничных условий, которые я называю естественным законом. На самом деле существует ряд законов, согласно которым свобода воли действует в пределах этих параметров или граничных условий, которые не могут быть превышены или превзойдены без последствий. О, да, ты можешь нарушить закон природы, да, ты можешь нарушить его, но ты не можешь нарушить его без последствий, ты не можешь нарушить его без последствий. Последствие — это отрицательное последствие, и именно поэтому этот свод знаний в прошлом назывался консеквенциализмом. Это знание о том, как последствия порождаются процессами принятия решений по нашей свободной воле в рамках естественного закона, так что это и есть закон. Причина и следствие — это принцип причинно-следственной связи, и я думаю, что это изображение я искал изображение, которое инкапсулирует причину и следствие. И я нашел этот мультфильм, и я думаю, что он делает это блестяще больше всего, потому что эффект произойдет немедленно, нет, это произойдет не сразу, есть задержка по времени. Если ты приведешь причину в движение, Вселенная разумно обратится к тебе с помощью перестройки всей динамики, необходимой для изменения эффекта того, что ты создал, приведя эту причину в движение, и между тем, как причина встанет на свои места, будет промежуток времени. Вот почему распознавание причинно-следственных связей является более сложным, потому что они разделены временной задержкой, которую мы воспринимаем как линейное время. Для некоторых людей, знакомых с моей работой, вы видели, как я разбираю трилогию «Матрица и закон». Причинно-следственные связи широко освещаются во втором фильме «Матрица. Перезагрузка матрицы», и сцена, которая наиболее полно отражает это. Это персонаж Мировингов, который говорит героям, которые хотят освободиться от матрицы, что все в порядке с контролем. Ты приходишь ко мне, не понимая, почему ты оказался в таком положении, ты не понимаешь причинно-следственных факторов, которые привели к нынешним условиям. Поэтому ты приходишь ко мне, не имея возможности повлиять на изменения, ты бессилен, так почему же я должен помогать тебе? Ты бессилен, потому что тебе не хватает знаний и понимания того, что привело эти события в движение, почему вопрос «почему», который он задает, является единственным источником реальной власти без объяснения причин, по которым ты бессилен. Он говорит о причинах и следствиях, и он говорит именно о причинно-следственной связи, которую он называет единственной настоящей правдой, и это злодей. Слова правды доносятся с помощью одного из таких приемов в Голливуде. Слова правды произносятся злодеем в фильме или сериале. Все начинается с выбора, и Морфеус прав, наш выбор приводит эту причинно-следственную связь в движение до того, как она станет следствием. И Мировинг пытается сказать ему, что нет никакой свободной воли, вот тут-то темные оккультисты и расскажут тебе основную часть правды, а затем отравят ее этим. Он хочет, чтобы ты принял одну вещь, хорошо? Так что следующая вещь, которую нужно понять, это то, что существуют две плоскости – плоскость следствий и плоскость причин. Никакая сила, способная повлиять на какие-либо изменения, не лежит на плоскости следствий, которая является физическим проявлением. Реальность. Повторяюсь тем, что уже есть, ничего нельзя поделать,
Ты не можешь изменить. Ты не можешь изменить прошлое, ты можешь изменить то, что происходит сейчас, и сделать так, чтобы это изменилось в будущем. Но прямо сейчас то, что есть, это правда, и все, что ты можешь сделать, это принять это или отвергнуть. Ты не можешь изменить прошлое, так что физический мир, который проявлялся до этого момента, произошел из-за вещей, которые произошли в прошлом, причины произошли в прошлом. И ты ничего не можешь с этим поделать прямо сейчас, никакая сила не может повлиять на какие-либо изменения, лежащие в мире следствий, не может быть сделано. Ты переставляешь шезлонги на палубе Титаника, пока он тонет, и не вносишь никаких изменений, делая эти вещи, потому что глубинные причины не меняются. А глубинные причины заключаются в том, как мы думаем, чувствуем и ведем себя, и никто не хочет на это смотреть. При этом они хотят думать, что все эти вещи могут оставаться на своих местах, и я могу волшебным образом получить то, что хочу. Я хочу держать руку над огнем, но не хочу, чтобы она горела и покрывалась волдырями. Ну что же, наслаждайся и узнай, что ты получишь, когда сделаешь это, потому что именно это мы и делаем. Когда дело доходит до естественного права, это становится окончательным. Одним из 7 принципов естественного права, по крайней мере формализованных, является гендер. Гендер существует во всем, у всего есть свои мужские и женские компоненты или принципы. Мы уже видели, что когда речь заходит о человеческом мозге, сознании, мировоззрении и т.д., гендер проявляется на всех планах существования, духовном, ментальном, физическом, все в порядке. Очень простая концепция, о которой я хочу вкратце поговорить, это ментальный гендер. Ментальный гендер – это состояние сосуществования между мужским и женским началом. И женские аспекты ума, наше левое полушарие головного мозга, в значительной степени способствует мужским аспектам ума или интеллекта, логическому, аналитическому мышлению и линейным мыслительным процессам, в то время как правое полушарие головного мозга в значительной степени способствует женскому аспекту или интуиции, то есть творчеству. Сострадание, целостные мыслительные процессы в следующем разделе – это то, что я называю потерянным принципом. Это 8-й принцип естественного права, который связывает все остальные принципы воедино, и это то, что я бы назвал принципом инкапсуляции. Это контейнер, внутри которого очень красиво и аккуратно помещаются все остальные принципы, однако он утерян. Вот 8-й круг семя жизни. А теперь посмотрим, что произойдет из семени. Когда семя растет, оно что-то порождает, оно что-то создает. У семени есть внешняя оболочка. Внешняя оболочка хорошо тогда, если ты хочешь добраться до его внутреннего ядра, содержащего весь творческий генетический генеративный материал. Хорошо, эта оболочка должна быть там и оставаться неповрежденной, ты разбиваешь скорлупу. Семя, творческая сущность семени скоро исчезнет. Так что же это за принцип? Вот в чем заключается этот принцип. Это 8-й или то, что я называю потерянным принципом. И это то, что должно присутствовать для того, чтобы любое изменение проявило себя. И это не то, что нужно большинство людей. Думая об этом так, даже когда я скажу тебе, что это такое, я гарантирую, что у тебя будет неточное коннотативное значение того, что люди думают, что это значит. Хорошо, вот в чем заключается 8-й принцип. Он известен как принцип порождения или принцип, который управляет творением, что на самом деле и происходит. Это тот причинно-следственный фактор, который вступает в действие и приводит к результату, который, как мы говорим, нам нужен. Но каков реальный термин для этого? Это означает, что ты уделяешь внимание и помогаешь расти. На чем ты сосредотачиваешься, потому что именно то, на чем ты фокусируешься, в конечном счете порождается, создается и растет. И это не значит, что ты не обращаешь внимания на то, что происходит в мире, и не смотришь ни на что негативное, потому что ты собираешься подпитывать это. И придай этому силу, это совсем не то, что это значит. Хорошо, это означает, что ты знаешь, что ты подпитываешь в этом случае, если ты хочешь сделать это. Ты подпитываешь невежество, и именно это будет расти. Это полная противоположность тому, что нью-эйджеры хотят, чтобы ты верил, что это так, игнорируя. Чем больше негатива ты проявляешь, тем больше ты подпитываешь его невежеством, добиваясь того, чтобы оно росло и брало верх над тем, что здесь нужно рассматривать как есть.
Вот на что ты отдаешь свою энергию, вот на чем ты сосредоточен. Вот на чем ты действительно заботишься настолько, чтобы тратить на это свое время и обращать свое внимание, чтобы проявиться в этом мире. Именно об этом я и говорю как о заботе, вот как она на самом деле работает. Утраченный принцип – это динамика заботы. То, о чем мы заботимся изо дня в день, действует как движущая сила наших мыслей и действий. Правое сердце, разум и мужество. В таком порядке забота стоит на первом месте. Ты должен быть достаточно внимателен, чтобы знать, как развить эти знания, а затем действовать в соответствии с ними и применять их на практике, применяя их так, чтобы это соответствовало порядку сердца, ума и мужества. Забота, знание и действие – вот те шаги, которые необходимы, и все три из них должны быть выполнены. Все три – вот что такое сознание единства. Оно объединяет ложные эмоции и действия. Эти три аспекта сознания таковы, что между ними нет никакого противоречия. То, что мы думаем, чувствуем и действуем, это одно и то же, нет никакого противоречия. Это сознание единства, поэтому все в порядке, так как именно забота является движущей силой наших мыслей и действий. И в конечном счете так оно и может быть. Забота, рассматриваемая как генератор качества нашего общего опыта здесь на Земле, это то, что порождает все это, поэтому ее назвали генеративным принципом. Уподобьте сердце насосу в организме. Ну а что делает насос? Так это генератор, который обеспечивает энергию. Оно перемещает жизненную силу по всему телу через кровь. В каждой древней традиции говорится о том, что жизненная сила находится в крови. Сердце – это то, что прокачивает ее через всю физиологию и позволяет нам продолжать поддерживать жизнь. Хорошо, сердце – это генератор, это насос, это источник жизненной силы. Центр нашего существа также важен, как и мозг, о важности которого мы только что говорили. Сердце – это в конечном счете то, что порождает переживания. Потому что то, о чем мы заботимся, определяет, о чем мы думаем ежедневно большую часть времени и, следовательно, как мы себя ведем. Этот принцип часто называют генеративным принципом. Кто-нибудь знаком с циркулем и квадратным символом масонства с буквой «Г» посередине? Ну вот что означает буква «Г» на самом высоком уровне. Вы будете говорить о многих других масонах, которые являются именно такими. Экзотерические масоны, которым даны учения профанов. И они думают, что они в курсе всего. Хорошо, им дана информация. Это означает только геометрию. Это означает только Бога и так далее. Хорошо. Одна из вещей, которые они скажут тебе, что это означает на несколько более высоком уровне, заключается в том, что это означает знание гнозиса, значение которого мы видели в греческом языке ранее на более высоком уровне, на просветленных уровнях масонства, которые были выше 32-й степени. Они дадут тебе истинное значение этого слова. Буква «Г» внутри циркулей и квадратов является принципом порождения, это означает сотворение мира, хорошо, и да, ты можешь связать это прямо с Богом. Я не говорю, что эти вещи отличаются друг от друга, и формы, которые создаются в физическом проявленном мире, теперь являются геометрическими формами. Геометрия тоже включает в себя все эти вещи, но на самом высоком уровне это порождающий принцип. Вот что на самом деле означает буква «Г» в эзотерическом масонстве. Хорошо, это называется порождающим принципом, потому что слово «создавать» происходит от латинского глагола «порождающий». Генерировать, как мы уже говорили, означает создавать. Принцип порождения – это то, с помощью чего мы создаем, и он утрачен, потому что людям все равно, им все равно, следовательно, это утраченный принцип.